Не стоит бояться кашля, потому что кашель – это защитная реакция организма, так же, как и насморк, на попадание какой-то инфекции. И вот нужно сказать, что у детей при ОРВИ самая частая причина кашля – это затекание отделяемого из полости носа в носоглотку и в глотку. И вот это отделяемое течет, и ребенок начинает кашлять, потому что раздражается задняя стенка глотки, он откашливает именно это отделяемое. То есть у нас при этом никак не вовлекаются нижние дыхательные пути, и опасности такого кашля нету никакой. Характерен он тем, что преимущественно он проявляется, когда ребенок лежит или спит, потому что так максимально все начинает затекать из носа. Это требует лечения носа в первую очередь, и то при ОРВИ это будут какие-то простые средства, солевые растворы, при необходимости редко, коротко сосудосуживающие капли, но ничего более. Никаких ингаляций это не требует, и уж тем более никакого назначения антибиотиков. Даже если мы говорим уже не просто о затекании отделяемого из носа, а кашель связан с развитием трахеита или даже бронхита, даже бронхит в большинстве случаев имеет вирусное происхождение, и он не требует никаких антибиотиков. Но тут вам подскажет врач. Что важно сказать, очень часто назначаются муколитики, препараты, которые разжижают мокроту, а разжижая ее, они увеличивают ее количество. И вот у деток применение этих муколитиков не только не оправдано, но и может быть опасно, потому что у них еще не настолько хорошо развиты дыхательные пути и не настолько сильный кашлевой толчок, чтобы вывести весь тот объем мокроты, который мы муколитиками ему создадим. В норме стандартный кашель начинается с сухого, потом появляется мокрота, потому что при воспалении слизистая оболочка начинает выделять много слизи. Эта мокрота постепенно отходит. Она может быть сначала вязкой, потом она становится более жидкой, хорошо отходит. И на этом все заканчивается. Это не требует никаких дополнительных мер. И поэтому применение муколитиков, неважно, это будут препараты или сиропы внутрь, или это ингаляции с муколитиками, это все не нужно в большинстве случаев. Да? О других случаях вам скажет ваш врач. Поэтому если у вашего ребенка на фоне повышения температуры, насморка появился кашель, это повод показаться педиатру, послушать, нету ли каких-то серьезных проявлений, и дальше, вероятнее всего, вам не понадобятся никакие специфические методы лечения, если только ваш педиатр не скажет вам обратное.